Кортеж вице-президента попал под обстрел. Что случилось? Расскажем. Сезон охоты на президента. Кто приготовил снайперскую позицию напротив места прилета главы государства? После трудных переговоров в Вашингтоне Зеленский, на удивление, сделал оптимистичный прогноз и рассказал о мегаконтракте на поставку американского оружия. Трамп опровергает сам себя, а в Кремле осмелели и откровенно издеваются. Мир с перерывом на боевые действия. Хамас и Цахал обменялись ударами. Боинг упал в воду, есть жертвы. Об этих и других главных событиях вечера понедельника, 20 октября. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Кортеж вице-президента США Джей Ди Венса попал под обстрел. Об этом сообщили Fox News и The Daily Beast. Но речь идет не о покушении. Инцидент произошел во время учений морской пехоты в Калифорнии. Все произошло прямо на глазах десятков военных и журналистов. Осколки 155-миллиметрового снаряда от гаубицы М777 разлетелись в воздухе и зацепили мотоцикл сопровождения и полицейскую машину. ЧП случилось на базе Кэмп Пендлтон во время мероприятий, приуроченных к 250-летию корпуса морской пехоты. Сам Венс, бывший морпех, служивший в Ираке, находился поблизости вместе с министром обороны Питом Хексетом. Оба не пострадали, но снаряд взорвался прямо над перекрытой трассой Interstate 5, одной из самых загруженных дорог Калифорнии. CBS News пишет, что перекрытие трассы на несколько часов вызвало бурю возмущения. Ежедневно по ней ездят около 80 тысяч машин. Губернатор штата, демократ Гэвин Ньюсом, обрушился с критикой на Венса и Дональда Трампа, заявив, что они рискуют жизнями людей ради шоу. В Белом доме пока не комментируют, был ли инцидент несчастным случаем или результатом халатности. Если вице-президент США чуть не стал жертвой ЧП, то вот на самого президента могло готовиться еще одно покушение. Недалеко от места, где садится самолет Дональда Трампа, нашли подозрительную охотничью вышку. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на источники в секретной службе. Конструкция стояла всего в нескольких сотнях метров от зоны приземления Air Force One в международном аэропорту Палм-Бич, куда американский лидер регулярно прилетает из Вашингтона. Агентов насторожило то, что с этой позиции можно было наблюдать момент выхода президента из самолета. Вышку обнаружили еще 16 октября во время стандартной проверки территории перед прибытием Трампа. По предварительным данным, она стоит там уже несколько месяцев. Неподалеку находится личная резиденция Трампа Мар-а-Лаго. Американские спецслужбы рассматривают все возможные версии, включая попытку шпионажа или подготовку нового нападения. Владимир Зеленский уверен, Украина подошла к моменту, когда конец войны становится реальной перспективой. Об этом президент заявил во время встречи с журналистами в Киеве. Мы приблизились к возможному окончанию войны, я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины. Украинский лидер рассказал журналистам, что во время визита в США обсуждал с Белым домом поставки 25 американских зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Предполагается, что эти системы Киев будет получать партиями в течение ближайших лет. По словам Зеленского, проект может быть профинансирован за счет замороженных российских активов. Разочарование для Киева и тревожный сигнал для союзников. По данным Reuters, встреча Зеленского с Трампом 17 октября оказалась напряженной и завершилась фактическим ультиматумом. Президент США подталкивал украинского лидера к уступкам Москве и даже рассуждал о гарантиях безопасности для России. Один из источников Reuters описал атмосферу как довольно плохую. Сообщение было таким: если вы не заключите соглашение с Россией, ваша страна замерзнет и будет уничтожена. Другой участник переговоров подтвердил, что Трамп говорил резко и несколько раз переходил на ненормативную лексику. Сам Трамп отрицает, что требовал от Зеленского сдать Донбасс. Нет, мы никогда это не обсуждали. Мы считаем, что им следует просто остановиться на линиях фронта там, где они находятся. Сейчас у них есть линия фронта, об остальном очень сложно договориться.
Как пишет Financial Times, в пятницу, разговаривая с Зеленским, Трамп постоянно ругался и в какой-то момент отбросил в сторону карты боевых действий. По словам источника издания, знакомого с ходом встречи, Трамп сказал, что ему надоело снова и снова видеть карту с линии фронта и якобы заявил, цитирую, «Это красная линия, я даже не знаю, где она находится и никогда там не был». Но, разговаривая с журналистами на борту своего самолета, президент США продемонстрировал, что ориентируется в вопросе чуть лучше. Я думаю, 78% территории уже занято Россией. Оставьте все как есть. Они могут договориться о чем-то позже, в будущем. Но я сказал, остановитесь и остановитесь на линии фронта. Идите домой, прекратите сражаться, прекратите убивать людей. В Кремле пренебрежительно отнеслись к словам хозяина Белого дома. Это газетные сообщения. В целом разных много было заявлений на этот счет. По словам Пескова, позиция Москвы по этому вопросу не меняется. Эта тема, она неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе контактов российско-американских. И российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен. Последовательность позиции Российской Федерации не меняется. Кажется, в переводе с кремлевского это означает «нет». Тем временем Россия вновь обрушила на Украину десятки дронов и ракет. На Сумском направлении зафиксированы прямые попадания по железнодорожной инфраструктуре, повреждены пути. Несколько пассажирских поездов двигались с задержками. В Черниговской области враг в очередной раз ударил по энергообъекту в Нежинском районе, вызвав перебои с электричеством. Без света остались около 3000 абонентов. Самый циничный удар россияне нанесли по шахте ДТЭК в Днепропетровской области. По данным компании, в момент атаки в забое находилось 192 шахтера. Россияне били сознательно во время смены, но, к счастью, обошлось без жертв. Недавний телефонный разговор Трампа с Путиным повлиял на переговоры с Зеленским, но, похоже, не заставил президента США отказаться от экономического давления на Россию. Я говорил с премьер-министром Моди, и он сказал, что Индия отказывается от российской нефти. Это заявление Трамп сделал на борту президентского самолета. Так почему же Индия заявляет, что не собирается этого делать? Я не знаю, но если они хотят так говорить, то просто продолжат платить огромные пошлины, а они не хотят этого делать. Израиль снова ударил по Газе. Цахал заявил о 120 выпущенных боеприпасах и десятках уничтоженных целей. По версии израильской армии, атака стала ответом на утренний обстрел в Рафахе, где боевики Хамас открыли огонь по израильским военным, нарушив действующий режим прекращения огня. В ответ израильтяне нанесли массированные удары по позициям террористов по всему сектору. По данным армии, среди пораженных целей склады оружия, огневые позиции и около 6 километров подземных туннелей. Израильская сторона заявила, что соглашение о перемирии вновь вступило в силу, но предупредила, любое новое нарушение будет встречено жесткой реакцией. Войска Цахал остаются в состоянии повышенной готовности. Мы готовы к любому сценарию развития событий. На это вопиющее нарушение соглашения со стороны Хамас был дан и будет дан решительный и мощный ответ с нашей стороны. Мы продолжим действовать решительно, чтобы защитить интересы безопасности государства Израиль. Associated Press сообщает, что в результате ударов погибли по меньшей мере 36 человек, включая детей. Хуситы снова напомнили о себе, но на этот раз не атакой на Израиль, а нападением на безоружных. Йеменские террористы захватили 20 сотрудников ООН. Боевики ворвались в офис организации в столице страны Сани и взяли находившихся там людей в заложники. 5 из задержанных местные сотрудники, остальные международные специалисты. 11 человек позже хуситы отпустили после допросов. Это уже не первый случай. Боевики, действующие при поддержке Ирана, развернули настоящую кампанию против сотрудников международных гуманитарных организаций. Только сотрудников ООН захвачено 50. Возможно, очередная атака хуситов на безоружных иностранцев связана с похоронами начальника их генштаба, которые состоялись в понедельник днем. Мухаммад Аль-Румари был ликвидирован в результате удара израильской авиации. Террористы признали гибель одного из своих предводителей несколько дней назад.
Жуткая авиакатастрофа в Гонконге. Грузовой Boeing 747 авиакомпании Emirates не сумел остановиться при посадке, задел служебный автомобиль и, пробив ограждение, рухнул в море. Погибли двое. Это работники наземных служб. Один скончался на месте, второго достали из воды и доставили в больницу, но спасти его не удалось. Экипаж, 4 человек, остался жив. Северную полосу аэропорта закрыли, а десятки рейсов были отменены или перенаправлены. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за ошибки при посадке, но официальные выводы пока еще не озвучены. Расследование продолжается. Гонконг впервые за многие годы сталкивается с подобной катастрофой. Старый аэропорт Кайтак был одним из самых опасных в мире, но его закрыли в 1998 году, а новый считается одним из самых безопасных. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.